Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответ на интересующие вас вопросы. И мне кажется, что на сегодняшний день можно найти ответ на практически любой вопрос. Ну и, конечно, каждый день выходит видео, где все больше и больше ответов. Для каждого из вас актуально что-то свое. На канале есть большое количество инструментов для улучшения жизни, для избавления от всего, что мешает жить счастливо, и для впускания в себя того, что поможет жить счастливо. Ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все, как всегда, в ваших руках. Только вы можете решить, что принять в свою жизнь, а что не принимать. Ведь ваши мысли, эмоции и действия создают события и ситуации в вашей жизни. Все люди, даже те, которые вам не нравятся, были притянуты вами. И прежде всего они были притянуты вашим отношением к себе. Проанализируйте это, и вы найдете, что это так. Ведь это вселенский закон. Сегодня хочу посмотреть для вас, где же найти выход. Выход из проблем, выход из ситуаций, которые вас волнуют на сегодняшний день. Поэтому сосредоточьтесь на себе, сосредоточьтесь на ситуациях, которые вас волнуют. Ну и, как всегда, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок даст вам Вселенная. Ну что, давайте посмотрим, где же искать выход и что же, собственно говоря, было бы здорово сделать для того, чтобы решение было в вашу пользу. Первое, что могу сказать, у вас есть выбор, у вас есть, можно сказать, не один выход, а как минимум два. Если вы не видите, что у вас есть выбор, тут застилают глаза эмоции. Эмоции очень часто мешают нам видеть ситуацию ясно и чисто, и, соответственно, видеть, как можно выйти из затруднений, из ступора, из какой-то петли. Вам иногда кажется, что вы попали в какую-то петлю, из которой вы не можете выбраться. А не можете вы выбраться только из-за того, что мешают именно ваши эмоции, ваши установки и действительно ваши верования. Они могли быть привиты нам еще можно сказать, с молоком матери. И ни в коем случае я никого не обвиняю, никого не осуждаю. Каждое время, каждое поколение, каждая ситуация вызывала свои установки, свои блоки, свои ограничения, но, соответственно, они пошли с нами по жизни. И все это изменить можем только мы, изменив свое отношение прежде всего к себе. Ну и, соответственно, изменяя отношение к себе, у нас меняется отношение к событиям, к ситуациям и к людям, и мы более ясно видим картину, и, соответственно, мы выбираем. И тут я хочу сказать, что выход в вашем выборе – это первое, что я увидела. Давайте же посмотрим дальше. Вот тут действительно эта карта говорит о прошлом. Эта карта говорит о том, что именно наши прошлые проблемы, наши прошлые негативные опыты мешают нам найти выход из сложившейся ситуации, потому что действуем мы по старинке для того, чтобы
был выход и были перемены, прежде всего должны измениться наши мысли и действия. Если хотите жить по-новому, действуйте по-новому. Избавляйтесь от всего прошлого, что вам мешает. Вы знаете, у меня иногда такое ощущение, что я в каждом практически раскладе повторяюсь. И я иногда, анализируя свои расклады, я это делаю, мне интересно ваш ответ, мне интересны ваши комментарии. Я благодарю тех, кто оставляет комментарии под моими видео, для тех, кто делится моими видео с друзьями, близкими. Это помогает развитию канала, это помогает именно мне видеть, какой ответ на мое творчество. Так вот, у меня такое ощущение все время, что я тоже двигаюсь вот так по кругу. А это только по той простой причине, что я ощущаю вашу энергию и читая то, что мне показывается за вашей энергией, еще раз и еще раз повторяю вам: избавляйтесь от негативного прошлого. Избавляйтесь от прошлых обид, избавляйтесь от злобы, избавляйтесь от прошлых опытов, поблагодарите за них и оставьте их в прошлом. Иначе все так и будет повторяться. Но это закон Вселенной. Не я эти законы создавала, я им следую, потому что я в них верю, и я убедилась уже, что это так. Поэтому, мои дорогие, ваш выход, вот первое, у вас есть выбор, и второе – это отпустить прошлое и не зацикливаться на прошлых, особенно неудачах и негативах. Давайте же посмотрим, что еще нам на эту тему скажет колода Макарони. Ну и еще могу сказать, для тех, кому нужна помощь, для тех, у кого все-таки есть вопросы и не можете вы сами разобраться и найти выход из ситуации, в вашем окружении есть женщина, которая может вам помочь. Это может быть какой-то консультант, это могу быть даже я для некоторых из вас, ведь личная консультация очень часто открывают другие возможности, другие выходы, и они же очевидны. По крайней мере, когда я начинаю консультацию, начинаю расклад, и я вижу уже, где блок, где препятствие, и я озвучиваю это, человек начинает по-другому осознавать то, что с ним происходит или с ней. Опять же, это один из примеров. Я никого не принуждаю к личным консультациям. Это только ваш выбор. Я всегда рада помочь, пожалуйста. Но это может быть кто-то из друзей, это может быть подруга, знакомая, коллега, это может быть и родственница, которая может помочь вам разобраться в том, что с вами происходит. Я бы предпочла, вот из того, что я здесь вижу, человека, который может посмотреть на все со стороны. Не человека, который эмоционально включен именно в вашу жизнь. И опять же, это не обязательно я, это может быть кто-то из знакомых, с которым вы не очень близки, а может быть кто-то и незнакомый. Вы знаете, иногда, встретившись с незнакомым человеком, и я уже это проходила, летишь куда-то, и рядом сидит человек, мужчина или женщина, идет разговор, и вдруг человек выдает тебе всю историю своей жизни и спрашивает совета у совершенно незнакомой женщине. Ну вот в данном случае я говорю тоже о себе. Поэтому решайте, смотрите, выход есть, выбор у вас есть, а что же принять, что не принять и как поступить, это только ваш выбор.
Ну а я, в свою очередь, желаю вам, чтобы вы с легкостью всегда находили выход из любых ситуаций. Люблю вас, мои дорогие.